Опа! Сейчас переведу. Опа! Сейчас переведу. Привет, ребята, с вами Джейкоб Бертон из студии Джейкоб Бертон Studios. И сегодня я пришел к вам с новой реакцией. И эта реакция будет на песню Adagio, которая спета Димашем. Если вы вдруг не знали, я делаю серию реакций на Димаша, где он выступал на шоу, которое называется Sing. Я уже сделал реакции на песни SOS, Opera 2, Show Must Go On, Поздняя осень и Uptown Funk. И если вы вдруг не посмотрели эти переводы, пожалуйста, посмотрите. Я их оставлю в подсказках. И, пожалуйста, подпишитесь на канал. Это же несложно. Как я уже говорил раньше, у меня есть плейлист. Как я уже говорил раньше, у меня есть отдельный плейлист с моими переводами и отдельный плейлист с моими личными реакциями, поэтому вы можете туда зайти. Кстати говоря, я тут увидел, что Димаш за свое выступление с песней Adagio получил первое место. И эта песня является переделанной версией песни Лары Фабиан, и она была настолько впечатлена его версией, что она поздравила Димаша на своей страничке в Фейсбуке. Как я вижу, у этой песни хорошая хвала и хорошая статистика. Жду не дождусь послушать эту песню. Давайте начнем. Loves the violin. I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice in the rain. I feel it under my skin. Within my heart and my soul, Nice. I wait for you. Окей, уже он сделал некоторые крутые вещи. Я думаю, что в каждом выступлении Димаша, которое я смотрел, у Димаша припрятаны сюрпризы в рукаве. Он начал петь довольно-таки низко, в низкой части грудного голоса. Потом он прыгает наподобие мягкого головного голоса. Он использует очень много вибрато, и это придает его голосу драматичности, а также придает его голосу глубины. Но знаете, что было круто? Когда он был в своем головном регистре в первый раз, когда он поднялся на октаву выше, а после этого он вернулся с более сильным грудным голосом. Очень сложно делать вот так. А потом в ту же секунду перейти на головной голос из грудного голоса. Чтобы сделать такое, нужно очень много контроля. Люди, которые умели хорошо делать, например, Витни Хьюстон, она могла быстро перейти с головного голоса на грудной голос с хорошим контролем. Она могла взять ноту в головном голосе и уже в следующую секунду взять такую же ноту в грудном голосе. Но здесь Димаш сделал это так технично и так круто, что большинство людей не заметили бы такого перехода. И это является очень тонким ростом в песне. Вот таким вот образом он создает рост, маленький такой, в этой песне, потому что вначале он начал очень тихо. И вместо того, чтобы пойти от 0 до 100 очень быстро, он очень медленно развивает песню. И это очень маленькая вещь, которую он сделал, но в то же время ее сделать очень сложно. Я просто обожаю, когда певцы используют эту технику, потому что для этого нужна хорошая техника, чтобы перейти из головного голоса в грудной голос на одной и той же ноте. Попробуйте это дома. Вы сами поймете, это не так уж и легко. Пока что мне все нравится то, что он делает. Я все думаю, куда же он нас отвезет. Давайте продолжим слушать.
any touch of faith. I'll fall into your embrace. Nice. When the time is outside, you'll be my arms. Touch your. Close my eyes and then away. Nice. But it won't be too bad. I want so far. I want so high. Nothing more to explain. I know I got ways. It's Easy lyrics, they're very interesting. if you know where to find me, if you know how to reach me, Yes, sir. there was just a part of Nice. there wasn't a part to face. This is only meant to say, said to hear my heart, said to give me your life, forever gone. Oh my gosh. He's in worship. So this is the part of life. No, 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 no. So this is the wrong life. This is only meant to say. Said to believe. Make me believe. You want the Wow. Nice. Notice his chin. Of course. Заметьте, что его подбородок и шея максимально расслаблены. Нет никакого напряжения, вот такого вот. Просто полностью расслаблен, и это очень хорошая техника, чтобы иметь возможность петь такие ноты. В конце он просто отключился. Я уверен, что с таким выступлением ты отдаешь всю свою энергию на сцене, и после этого, да, просто отключаешься. И это довольно-таки забавно. Вау, какая же красивая песня. Теперь я хочу послушать версию от Лары Фабиан. Я знаю, ребята, что вы просите меня, чтобы я сделал реакции на ее песни. И уже давно, просто у меня не доходят до этого руки. Из-за того, что я учитель по вокалу на полную ставку, у меня уходит много времени на свою основную работу, помимо Ютуба. Я вот думаю теперь, какая же версия у Лары Фабиан. И я уверен, что Димаш сам переделал свою версию этой песни. Но какое же все же это было великолепное выступление. Как говорил один парень за кулисами, его контроль дыхания — это просто что-то с чем-то. Только потому, как он поет, можно было понять, как хорошо он распределяет воздух. Да, контроль его дыхания. Это было впечатляюще. А также техники, которые он использовал в начале песни, когда он вообще не спешил, меня удивило. В начале песни он был терпеливым, и я всегда вам говорю, что я люблю певцов, которые терпеливы. Имеется в виду терпеливый с песней. И Димаш молодец, потому что он был терпеливым с песней именно в начале. Он давал песне расти самой. И, конечно же, его высокие ноты. Как же без них? Мы всегда ожидаем высокие ноты от Димаша. Его высокие ноты были просто великолепны, как и всегда, впрочем. Я не удивлен, что Димаш за свое это выступление получил первое место. И это, дорогие мои друзья, очередное великолепное выступление от Димаша. Итак, ребята, это была моя реакция, и надеюсь, она вам понравилась.